В этом видео вы узнаете, какая машинка лучше подойдет для пудрового напыления, чтобы оставались красивые пиксели, а какую машинку лучше выбрать для более контурных работ. А также узнаете, что такое длинноход и короткоход, если досмотрите это видео до конца. Начинала я свою работу со стандартных китайских машинок, как, наверное, и многие, потому что это было давно и особо выбора, честно говоря, не было. Первая моя машинка — это Gucci. Потом пошла Гиансан, то есть там система игла-дюза не совсем корректная и не совсем стерильная, как мы сейчас уже это все прекрасно понимаем. Потом я перешла на машинку Dragonfly. Это татуировочная машинка, такая мощная, и ей достаточно тяжело было приноровиться работать, потому что она такой не очень удобной формы. Я туда заряжала огромные такие татуировочные иглы, в общем, она больше для татуировщиков. Хотя она достаточно мощная, и если к ней привыкнуть, ей тоже можно делать шикарные растушевки. Опять же, растушевки делать ей прекрасно, но какие-то контурные и тонкие работы такой машинкой тяжеловато уже будет выводить. Во-первых, неудобно лежит в руке, во-вторых, у нее огромная вибрация, большой ход иглы, и такими длинноходными машинками уже тяжело вывести какие-то тонкие линии. Длинноходные машинки прекрасно подходят для пудрового напыления, потому что они оставляют такие очень четкие, красивые пиксели, потому что там мощный мотор и биение иглы очень мощное. То есть остаются прям четкие точки, и оттуда как раз-таки вот эти красивые воздушные бровки, которые нам очень часто попадаются в ленте. И многие задумываются, как же так их сделать. И я когда-то тоже задумывалась над этим, но сейчас я понимаю, что очень многое зависит от машинки. И как раз-таки, чтобы сделать такую воздушную, красивую пудру, на бровях, даже на глазках красиво растушевать тень, то это, конечно же, возможно только длинноходной машинкой. Если вы используете короткоходную машинку, то у вас будет получаться пудра, но она будет более смазанная и будет так отчетливо видно красивые пиксели. Далее в видео я вам покажу, как работают и та, и другая машинка на латексе. А сейчас немножко расскажу про короткоходы. И передо мной лежит машинка, это Белар, по типу всех перманентных ручек. Вообще специализированное оборудование для перманентного макияжа – это, конечно же, в основном короткоходы. И такими машинками удобнее гораздо делать какие-то тонкие работы, например, тонкие стрелочки, прокрас межреснички, прокрас губ. То есть там уже пигмент ложится более плотно. И такой красивой и легкой пудры тяжелее достичь, чем, например, работая длинноходом. Но если у вас уже машинка короткоход, потому что я долгое время работала на короткоходе, и я для себя поняла одну фишку, как сделать на короткоходе именно воздушную пудру. Просто надо поставить на блоке чуть меньше скорость. Я ставила где-то 3,7 вольтаж, вот тогда она начинает пудрить. И, соответственно, иголочку на короткоходе нет возможности поставить на длинный вылет, то есть вы всегда работаете на очень маленьком вылете. Кто привык работать короткоходами и обычно на всех базовых курсах обучает работать на короткоходах, особенно кто выходит из старых школ, раньше были там машинки по типу Биотек, Амея, они все короткоходы. Кто уже привык, конечно, тому удобнее работать на коротком вылете иглы. Но кто привык работать на длинном вылете и видеть конкретно кончик иголочки, тогда, конечно же, вам стоит отдать предпочтение длинноходной машинке. Кстати, пишите в комментариях, какой машинкой пользуетесь именно вы, и потом мы выберем самую популярную модель из комментариев и сравним с одной из моих машинок. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, потому что это помогает вырасти моему каналу и узнать людям, что же такое короткоход и длинноход. Так, я настраиваю свою машинку, и сейчас у меня короткоход. Короткоход предполагает собой короткий вылет иглы, поэтому вот у меня машинка Белар, я ставлю вылет на 1,5 мм. Как вообще выбрать вылет иглы? Обычно в инструкции написано длина эксцентрика, вот, например, у Белара длина эксцентрика 2,5 мм. Мы должны отнять 1 мм, получается 1,5 мм, комфортный вылет иглы для работы. Итак, как еще настроить вылет иглы? Как понять комфортный вылет для работы на вообще абсолютно любом оборудовании? Выключаем машинку и крутим до тех пор, пока иголочка только не зайдет в колпачок. Вот она у меня спряталась. После этого я включаю машинку, и вылет у меня где-то 2,5, то есть как раз-таки вылет, длина моего эксцентрика.
После этого я должна сделать один оборот, то есть один круг на 360 градусов. То есть убрать чуть иголочку. И у меня остается 1,5 миллиметра. После этого я начинаю работать, и вольтаж на блоке у меня сейчас стоит на 6,5. На таком вольтаже я делаю более контурные работы. Это там губы, стрелки, межресничку, ну, чтобы быстрее пробивалось. Чтобы сделать пудру, как я уже говорила, мы делаем прям маленький вольтаж, потому что короткоход, он в принципе предназначен для контурных работ. Но чтобы она хоть чуть пудрила и оставляла пикселя, мы прям вот уменьшаем вольтаж. Сейчас покажу это все на латексе. Так, сейчас у меня большой достаточно вольтаж. И вот контуры такой машинкой делать очень удобно, потому что рука не дрожит, вибрация маленькая, все комфортно лежит в руке, потому что тоненькая ручка, да. И я спокойно могу уже ввести контур. Как ввести контуры, у меня, кстати, есть видео, как ввести контуры именно на волосковой технике, можете посмотреть, перейдя по ссылочке. Вот таким образом можно тоненькую линию сделать, да, то же самое, плотненько закрасить. Так, сейчас это уберу. Вот и линия остается достаточно четкая. Прокраска тоже остается плотная, четкая. Смотрите, если на этом же вольтаже, на большом вольтаже, вот, ну, достаточно большом, 6,5, сделать пудру, то есть, смотрите, как получается. Так. Вот. Пикселя не такие четкие, то есть они более мелкие такие, россыпью лежат. Поэтому, если у вас короткоход и вы хотите сделать пудру, уменьшаем вольтаж. Я ставлю на 3,7 вольтаж. Вот слышите, да, как она медленно начала работать. При таком вольтаже она уже успевает оставлять более четкие точки. Вот, да, можно сравнить. Здесь прям более контурная растушевка получилась. Конечно, многие мастера работают и на большом вольтаже, делая пудровую технику на короткоходе, но таким образом получается просто теневая растушевка без отчетливых таких пикселей. Вот, а здесь уже мы видим пикселя. Вот это что касается короткохода. Сейчас я покажу вам, как работает длинноход. Сейчас тоже подготовлю машинку. Так, и вторая машинка у меня Cheyenne Solterra. Машинка мне очень нравится. Я сейчас работаю ей абсолютно на всех зонах. И если вы хотите выбрать все-таки для себя более оптимальную модель, если у вас нет возможности покупать там и короткоход, и длинноход, то, ну, мой совет — купить вам лучше короткоходную машинку, потому что она ну, более универсальная, что ли. То есть ей можно сделать и линию, и красиво положить пиксели. Вот сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, показываю работу на длинноходе. Сначала мы настроим иголочку. Настраивается она таким же способом, как и на короткоходе. Пока машинка выключена, я должна ее подкрутить, чтобы иголочка спряталась в колпачок. Я подкручиваю. Вот она у меня только ушла в колпачок. И я включаю. Смотрите, какая длинная игла. Почему?
Ну, название говорит само за себя, да, потому что это длинноход. И здесь эксцентрик, по-моему, 4,1 мм. То есть прям возможно работать на длинной игле. Ну, конечно, на 4 мм мы работать не будем, потому что это катастрофически неудобно. Поэтому я должна открутить точно по такому же принципу 360 градусов назад. И вот у меня остается где-то 2,7-3 мм. Но вот лично мне комфортнее немножечко убрать иголку. И я вот, оставляю где-то 2,5 мм при своей работе. Но можете смело выдвигать ее до 3 мм, если вам так привычнее. На длинноходной машинке вы уже работаете кончиком иглы. То есть тут удобство в том, что вы видите именно кончик иголочки. И лично мне больше удобнее, конечно, видеть кончик иголочки, потому что если вам хочется вывести даже ту же самую линию в тоненький волосок и свести ее на нет, удобно, когда ты видишь вот этот кончик именно иголки. Вот. И начнем давайте мы с контура. То есть, кстати, и волосочки я сейчас делаю именно на Cheyenne Solterra, хотя нисколько не хуже работы у меня получались и на Беларе. Но все же, если сравнивать по удобству конкретно меня, у вас может быть абсолютно по-другому. Вам нужно уже подбирать именно под себя, попробовать и той машинкой, что вам больше нравится, что лучше лежит в руке, чем удобнее, потому что у всех, все мы люди разные. Вот. Так, и сейчас мы ведем линию. По такому же принципу я веду линию. Неудобно в том плане, что видите, какая громоздкая машинка, она тяжелая. Вот у этой модели Cheyenne Solterra перевешивает моторчик в одну сторону, то есть такой немножко дисбаланс получается. В этом плане, конечно, короткоходом удобнее, она прям лежит. Вот, но видите, если сравнить короткоход и длинноход, длинноход более четкую линию оставляет, потому что мощность удара у нее больше. То есть она все-таки татуировочная машинка. Так, что касается пудровой техники, у меня также стоит вольтаж на 6,5. Это мой привычный вольтаж. Вообще он обычно варьируется от 5,5 до 6,5. Вот, но что пудровую технику, что волоски на Cheyenne Solterra я работаю на 6,5. Вот смотрите, как получается у меня пудра. Вот, если приглядеться, то пикселя более четкие, точки яркие. И вот смотрите, с короткоходом и длинноходом, но разница все-таки есть. Здесь более мелкая россыпь пикселей, хотя и на мелком вольтаже она похожа на работу длинноходом. Но все же, если хочется прям пудры, тогда это однозначно длинноход. На данный момент я остановила свой выбор на длинноходной машинке, и это у меня Cheyenne Solterra. Конечно, Белар у меня лежит и ждет своего часа, но все-таки именно мне удобнее работать на длинноходной, более мощной машинке. Поэтому чем работать, решайте именно вам. Я свой выбор остановила на длинноходе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.